Друзья, привет! На связи Виталий, вы на канале о бизнесе в Польше. Сегодня поговорим о заморозке фирмы. Говорить мы будем на примере общества с ограниченной ответственностью, потому что 99% людей открывают себе именно эту фирму. И процесс заморозки — это, пожалуй, самый простой способ приостановить деятельность фирмы. У нас уже было видео на тему, что можно еще сделать, как приостановить деятельность предприятия. Ссылка появится сверху в подсказке. А сейчас мы поговорим именно о процессе заморозки. Он несложный, этот процесс. Он действительно самый дешевый по деньгам и по времени, потому что в нем нет госпошлин. Вы заходите на специальный ужендовый портал, подписываете 2 заявления, освещение, отправляете специальным письмом им, и там 2-3 недели, и ваша фирма в заморозке. Я под этим видео оставлю ссылку на официальный источник, где говорится, что должна делать фирма в процессе заморозки. Так, если большими мазками, то на это время у вас нет обязательности содержать бухгалтерию, подавать какие-то отчеты, кроме годового отчета. И в целом вы как бы на лайте. Вот вы эту фирму заморозили и можете пока расслабиться, подумать о своих вещах. Замораживать фирму вы можете от месяца до 24 месяцев, но после этого периода вы можете опять подать фирму на заморозку. А разморозить фирму вы тоже можете в любой момент. Таким же способом, тоже через этот портал, специальными документами, вашу фирму можно разморозить. Тоже бесплатно. И, собственно, 2 бумаги, которые нужно подписать, это делают члены правления, то есть члены правления подписывают. Это, собственно, ухвала членов правления о приостановлении деятельности фирмы, о заморожении. И второе, это такое осведчение о том, что на фирме нет трудоустроенных сотрудников. Потому что очень важно перед заморозкой уволить всех сотрудников, если они у нас были, потому что не может фирма быть заморожена и одновременно функционировать, то есть на ней, чтобы работали люди. Итак, собираем все в кучу. Соответственно, если вы регистрировали фирму, у вас уже, скорее всего, есть PESEL EPOAP. Вы заходите на специальный ужендовый портал, туда делаете письмо, туда прилаживаете вот эти 2 документа о заморозке фирмы, которые я сказал выше. Да? Высылаете им письмо, смотрите, есть ли у вас какой-то ответ, и проверяете в госреестре, не изменился у вас статус фирмы. Параллельно вы сообщаете вашим подрядчикам, с которыми у вас подписаны договора, допустим, в бухгалтерии, о том, что, ребят, мы замораживаем фирму, то есть мы приостанавливаем вашу деятельность, потому что их как бы не должно волновать, что вы замораживаете вы фирму или нет, у вас с ними есть договор на ежемесячное обслуживание, и расторжение этого договора может быть с отсрочкой в 1, 2, 3 месяца. Соответственно, дабы вы не заморозили фирму и не остались должны потом бухгалтерии, либо кому-нибудь еще, стоит заранее их предупредить о том, что, ребят, мы замораживаем фирму, поэтому со следующего месяца, либо через месяц, все, до свидания, мы заморожены. Что важно? В тот день, когда вы отправляете письмо, ваша заморозка не должна быть того же дня, то есть она должна быть минимум на следующий день после заморозки. Соответственно, в ухвале напишите срок чуть-чуть подальше, то есть не того же дня. Ничего страшного с вами не будет, если фирма еще 1 день поработает. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółka ЗОО в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!